Как же так, почему я волнуюсь о клиенте, а сотрудники не волнуются, да? Почему я, предприниматель, вижу эту возможность, хочу ее реализовать, ну, собственно, предпринимаю что-то для реализации, а они нет. В случае с несвободой тебя все время наказывает кто-то, а в случае со свободой тебя наказывает жизнь. Пришел, да, никого нету на работе. И он, значит, типа, ну вот как-то не работает ваша система. Вот мы говорим, ну вообще-то эти люди берут ипотеку на сколько-то миллионов рублей. Эти люди регулярно ездят в отпуск. Это вообще очень сложный логистическо-финансовый проект с несколькими стейкхолдерами. И они успешно его делают. То есть такой проект в рамках компании провернуть, это, ну так, реально высокоуровневые темы. Эти люди рожают детей и берут на себя ответственность за жизнь другого человека, как будто бы они достаточно ответственны, чтобы вот поуправлять теми ресурсами, которыми мы здесь решаем. Вот, если вы на производстве сделаете плохое качество, кто об этом первым заметит? Он говорит, ну как кто? Начальник. Я говорю, а как он заметит? Ну, ему отчет принесут, продажи, значит, упали. Я говорю, ну подожди, сначала, прежде чем ему этот отчет принесут, значит, тот, кто принесет, он заметит, продажи заметят. А на самом деле они заметят почему? Потому что клиенты заметят и перестанут покупать. То есть первыми клиенты заметят. Ух ты, а он говорит, а я никогда с клиентами не общался. Говорит, так в этом проблема. Переход на самоуправление часто приводит к экономии. То есть люди гораздо лучше распоряжаются ресурсами, чем лидеры наверху, потому что они здесь на месте видят вот эту вот эффективность. В компании нет своих денег. Все деньги компании — это деньги клиентов. И деньги, которые клиент заплатил за ту ценность, которую он от компании получил. Поэтому если она не удовлетворяет клиента, то клиент, как самый строгий босс, сразу ее увольняет, переставая туда ходить и пользоваться. Это, конечно же, Валера Разгуляев. Привет, привет. 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 Делай вид, что мы не виделись. Да, да. Мы построим нашу беседу следующим образом. Сначала Валера презентует, собственно говоря, алгоритм Вкусвилла, а потом у нас будет возможность пообщаться, и у вас, замечательные наши гости, будет возможность задать непосредственно вопросы. Да. Да. Ну, собственно, вот вы сейчас как раз говорили про предпринимательство, и это действительно то, что всегда отличает и самоорганизованные, и самоуправленческие, и самонаправляемые компании, и даже немного самостоятельные. И вот если подумать, а кто вот, ну, как бы вот, в компании самый такой вот предприниматель? Вот в любой компании всегда есть такой самый предприниматель. Конечно, начальник. Ну, первое лицо, да, владелец, да, или, то есть, и вопрос, а на кого он работает? Себя, сотрудник. себя он работает, ну, конечно. Ну, там понятно, что он какие-то свои цели преследует, как и любой сотрудник в компании, но работает он в первую очередь на клиента. И он всегда беспокоится, да, как же так, почему я волнуюсь о клиенте, а сотрудники не волнуются, да, почему я, предприниматель, вижу эту возможность, хочу реализовать, ну, собственно, предпринимаю что-то для реализации, а они нет. И задача как раз, чтобы каждый сотрудник вот, стал таким предпринимателем, стал работать не на начальника, не на какие-то процедуры, правила, а начал работать на, собственно, клиента. И вот если вы говорили про свободу, да, то в случае с несвободой тебя все время наказывает кто-то, а в случае со свободой тебя наказывает жизнь. И вот как раз вот эту вот свободу, чтобы получили люди, нужно как раз его высвободить от начальника, и чтобы он начал работать на жизнь, на клиента. Но когда мы просто об этом говорим, и да, вот мы много уже про это рассказываем, экскурсии во Вкусвилл, все, столкнулись с тем, что люди приезжают, что-то им нравится, они берут какой-то один кусочек, пробуют у себя, он не получается, и они такие, да, это вообще все не работает, что-то они нам там сказки рассказывают, дурят, на самом деле что-то у них другое, они нам просто не рассказывают, не хотят делиться секретом. Вот. И нам обидно, потому что мы, наоборот, со всей душой вот все, что могли, рассказали, а оно так вот. И мы начали смотреть, собственно, вот, некий минимум, необходимый для того, чтобы заработал. То есть понятно, что система гораздо больше, там много всяких инструментов и возможностей. Но вот есть некий минимум, без которого реально каждый кусочек может даже навредить организации, если она просто вот возьмет его один. Ну, у нас был случай, например, один из участников экскурсии услышал от Андрея, что вот у нас в компании свободный график, кто хочет приходит, кто хочет не приходит. И в результате люди заинтересованы работать, получать результат, и они отсиживают вот эти вот часы. Ну, он привернулся такой вдохновленный и, значит, объявил, значит, с понедельника все, приказ, значит, вот графика работы нету, можно на работу не приходить. Ну и пришел, да, никого нету на работе.
И он, значит, типа, ну вот как-то не работает ваша система. Вот. И действительно, вот так она не работает, и мы как раз для того, чтобы вот эту вот перевести систему от работы на начальника к работе на клиента, начали думать, а какие вот необходимые параметры должны быть. Все уже знают систему обещаний Вкусвилла, и она во Вкусвилле долгое время на неком таком интуитивном работала механизме, но с ростом компании началось такое, что какие-то стали обещания странные, да, например, там, я обещаю своему начальнику, что я буду, значит, приходить вовремя или там прислать отчет до 6 вечера. И сразу как-то вот ты понимаешь, что это не клиентократия, да, непонятно что, и такое обещание нам не нужно. И мы стали думать, а что же нужно, какие еще нужны вещи к обещанию, да, и вот если посмотреть на те результаты, которые мы добились, то, конечно, они произошли благодаря этому комплексному инструменту, а не только, да, какому-то одному кусочку. Не только нельзя взять просто обещание, да, сказать, вот теперь мы будем жить по обещаниям и все. Хотя, ну, я встречал ситуации, когда мы с помощью обещаний решали какие-то точечные проблемы в других организациях, и это тоже было хорошо, но там больше был вопрос убрать конфликт между подразделениями. Смысл в том, что вот клиентократия — это тот минимум, это такой скелет нашей системы управления, это минимум 9 шагов, которые необходимо реализовать, чтобы у тебя появился некий такой самодостаточный механизм как раз работы сотрудников на клиента. И самым первым шагом это определение клиента, потому что мы столкнулись с тем, что очень часто неправильно определяют. Да? То есть первый вообще говорит начальник клиент, да, там, ну ладно, не начальник, наверное, владелец. Он же, да, там его деньги, его компания. Вот. Он говорит, ни в коем случае. Говорит, а как понять? Говорит, ну, хорошо, наверное, я там на продаже работаю. Продажи продают, а я как бы вот подношу то, что нужно продавать. Мы такие, подождите. Вот, например, производственный отдел на заводе. У нас один из клиентов, это Унагранда, производство сыров. И вот если вы на производстве сделаете плохое качество, кто об этом первым заметит? Он говорит, ну как кто? Начальник. Я говорю, а как он заметит? Ну, отчет принесут, продажи, значит, упали. Я говорю, ну подожди, сначала, прежде чем ему этот отчет принесут, значит, тот, кто принесет, он заметит. Продажи заметят. А на самом деле они заметят почему? Потому что клиенты заметят и перестанут покупать. То есть первыми клиенты заметят. Ух ты, а он говорит, а я никогда с клиентами не общался. Говорит, так в этом проблема. Да? То есть ты делаешь что-то, что нужно напрямую клиентам, а на самом деле не воспринимаешь себя, что это вот твой клиент. И таким образом простраиваются, да, то есть люди вообще понимают, кто их настоящий потребитель. Это тот, кто, собственно, почувствует первым качество работы. Дальше, соответственно, идут шаги по определению, как раз общению с этими клиентами, определению, что у них болит, определение себя на рынке, то есть понимание, где ты будешь, что ты даешь такое клиентам уникальное, что тебя отличает от других предложений. Формулирование как раз обещаний. Вот в этот момент обещания формулируются не просто в воздухе висящие, а они четко должны давать ту ценность, которую ты определил на предыдущем шаге, именно тому клиенту, которого ты выделил, а не начальнику или продаже. Дальше, соответственно, под это происходит получение необходимых полномочий. Это очень важно, потому что, собственно, если у тебя нет полномочий, то ты не можешь это обещание выполнять, и ты должен постоянно согласовывать со всеми, и ты не можешь нести ответственность. Ну и под это формируется экономика команды и формируется мотивация. Причем мы пришли к тому, что финансовая мотивация должна быть у всех от прибыли. Соответственно, у каждой команды должна быть доходная часть, расходная часть, понятно, она и так есть. Соответственно, есть прибыль, и там, у нас даже есть такой стандарт, уже устоявшийся 20% от прибыли в виде бонуса команде для того, чтобы она могла себя таким образом премировать. И заинтересована быть в экономике, и тогда можно смело отпускать как раз, то есть вот самоуправление, это в первую очередь управление ресурсами, да, и ты как раз спокойно ресурсы отпускаешь, потому что понимаешь, что они сами заинтересованы эти ресурсы эффективно потратить. Ну и последний шаг, это, собственно, вот если всю систему, она некая статика, да, то есть она создана, жизнь-то живая, она не может вот замереть в том состоянии, в котором мы его классно не нарисовали. И как раз статика, вот этот 9-й шаг, это постоянное изменение, в том числе ты можешь пробегать по вот этим шагам до самого верха. И у нас были случаи, когда там, тот, кто изначально, там, не знаю, какое-то поддерживающее обещание, он там думал, что вот он помогает, мы говорим, смотри, ты можешь узнать, как ты ему помогаешь всего клиентам, и донести это как раз тому клиенту, да, то есть ты можешь вместе с ним, как партнером, уже помогать тому клиенту. И такие, ничего себе, ну, как бы, исходя из этого перестраивается вся остальная система, то есть даже вот так вот.
Собственно, когда это определили, понесли в массы, и сейчас у нас есть очень успешный опыт со сравни. Это, наверное, такие, кто быстрее всех двигается по этим шагам. Параллельно они и совет управляющих создали, и ну, как бы всю компанию начали потихонечку переводить, и уже начали вот точечно в подразделении. То подразделение, которое самым первым побежало по этому пути, оно выросло больше всех, там 8 раз за год, и при этом прибыльное. Круто, круто. Спасибо. Так. Ну, Что это, еще? это просто как реклама Beyond Taylor. Кстати, почему начинается Beyond Taylor? Почему так назвали? Собственно, это как наше отдать должное Тейлору, да, который, собственно, создал предыдущую систему управления, которая прожила все это время. И, ну, фактически мы живем в рамках тейлоризма, там, в неких его модификациях. И мы не отказываясь от него, не говоря, что это зло, да, потому что действительно там, вот мы сейчас сидим в приятном месте, пьем кофе, там, водичку и называем все это работой. Да? И это, конечно, заслуга Тейлора. Вот. Но при этом мы уперлись в некие ограничения, которые он 100 лет назад даже и думать про это не думал, да, то есть для него это не было проблемой. А мы в них уперлись, мы эти проблемы выявили, они сейчас уже все про них говорят, вопрос только как их решать. Ну вот мы предлагаем решать с помощью клиентократии. Вот. Ну, соответственно, да, там, начиная просто от найма, мы можем в аренду сдавать ведущих на совещании, это просто и эффективно, до там глубокой диагностики, когда мы приходим, прям погружаемся и все решаем. Здорово. Здорово. Да, рекомендую, кстати, книги, как Валеры разгуляют, такие книги «Вкусвилла» Евгения Щепина. С удовольствием их был одним из первых читателей этих книг, и много чего для себя мы взяли.